С этой визой можно легально находиться в Южной Корее. И вы только подумайте, сколько денег просто на ветер. Как заехать в Южную Корею, если вы не этнический кореец? Но есть и хорошая новость. Всем привет, друзья! Как у вас настроение? Сегодняшнее видео я решила записать по вопросам, которые мне задают в Инстаграм, в Фейсбуке. Многие люди спрашивают о нелегальном нахождении в Южной Корее или как заехать в Южную Корею. Я, к сожалению, не могу проконсультировать по этому вопросу, так как это нарушение закона, нарушение законодательства Южной Кореи. Но есть такие люди, которые нарушают миграционное законодательство. И, кстати, остаются тут работать нелегально и живут нелегально. И по этой теме я не могу дать вам консультацию и посоветовать, как поступить именно вам. Но я могу рассказать, как нельзя поступать и как поступают другие люди. Начну с того, что очень многие люди, чтобы остаться на работе или заехать сюда, подают на учебную визу. Они, конечно, оплачивают курсы, затем приезжают сюда, естественно, поучатся для вида, там примерно месяц, и, конечно, забрасывают учебу и устраиваются на работу. Многие сюда пытаются заехать таким методом. Они заключают фиктивный брак с этническими корейцами, корейцами стран СНГ или вот с такими же, как я, и при заключении брака получают семейную визу F1. И с этой визой можно легально находиться в Южной Корее. Но по закону по этой визе нельзя работать. Но, насколько я знаю, многие с этой визой работают. Если, допустим, работодатель закроет на это глаза, то они могут работать. Так, есть еще один метод, которым пользуются очень многие люди, не корейцы, и не нарушают законодательство. Это они подают прошение на статус беженства и получают визу G1. И пока рассматривается прошение, они могут год или больше продлевать и работать, и жить здесь легально. Хочу еще напомнить, что это не советы, как вам приехать, заехать. Конечно, я вам не советую даже этим заниматься. У некоторых такие трюки не получаются. И вообще это наказуемо. Вас могут депортировать, оштрафовать. Конечно, многие, несмотря на это, рискуют, остаются здесь работать нелегально. Я даже знаю некоторые случаи, например, один знакомый сделал фиктивный брак с этнической кореянкой, но не смог заехать в Южную Корею. Его просто не пропустили, отправили обратно в Россию. И вы только подумайте, сколько денег просто на ветер. И второй вопрос, который мне тоже также часто задают, это, например, я казах, я узбек. И дальше следует вопрос, как мне поехать в Южную Корею и как найти работу в Южной Корее. Начну с того, как заехать в Южную Корею, если вы не этнический кореец. То есть вы казах, узбек и так далее. То сейчас в данный момент заехать очень сложно в Южную Корею, так как рабочие визы выдают не во всех странах. И выдают их только этническим корейцам. Конечно, есть несколько вариантов, как заехать. Это, допустим, языковые курсы, семейные визы или работа по приглашению. И люди, которые спрашивают у меня, пишут, их, конечно же, интересует работа на заводах, на стройках и вообще разнорабочая отрасль. Но, к сожалению, безвизовый режим сейчас закрыт. И даже те, кто является этническим корейцем, сейчас очень проблематично заехать. И поэтому, пока безвизовый режим закрыт, вы не сможете заехать в Южную Корею. Конечно, это все связано с ситуацией с ковидом, но будем надеяться, что все образуется. Но есть и хорошая новость. Новость о том, что Южная Корея со странами ЕС, со странами Евросоюза с 1 сентября открыла безвизовый режим. И теперь люди с 1 сентября стран ЕС спокойно заезжают в Южную Корею. Но будем надеяться, что в скором времени откроют и страны СНГ.
Поменяли с Богдашей геолокацию. Так, и продолжим. Еще один самый популярный вопрос – это сколько стоит жить в Корее или сколько вы платите за квартиру. Конечно же, самая важная часть бюджета – это является аренда квартиры. Если вы только приехали, допустим, вы должны немножко ориентироваться по ценам и чтобы примерно знать, сколько денег же вам нужно. В Корее, снимая квартиру, нужно вносить залог. Залог зависит от того, какую квартиру снимаете. Чем больше квартира, тем больше залог. Этот залог, конечно, возвращается при выезде с квартиры. Залог идет от 1 миллиона и выше. Местные жители, например, снимают квартиры, могут вносить и по 100 миллионов залога, но при этом ежемесячную оплату не платить, а только коммунальные услуги. Есть еще и такой вариант. Можно внести 20 миллионов и, к примеру, ежемесячная плата, если 300 тысяч, то есть хозяева могут сделать наполовину, 150 тысяч, и коммунальные услуги. Залоги и ежемесячная плата устанавливается, конечно, хозяевами, поэтому с ними можно договориться. Если, например, вы хотите меньше ежемесячную оплату, вы можете договориться внести больше залог, и вам сделают тогда меньше оплату. Примерно однокомнатная квартира, но она варьируется от 250 до 350. В каждой квартире есть холодильник, телевизор, кондер, стиральная машинка. Но в некоторых больших квартирах, допустим, трехкомнатных, четырехкомнатных, там нет никакой техники. И покупать приходится самим. Коммунальные услуги – это газ, свет и иногда вода. В некоторых квартирах хозяева снимают отдельно за воду, за свет. Выходит незначительно много, но в среднем, если взять на одного человека, то 10 тысяч вонами. Летом, конечно, когда жара, естественно, больше, так как работает кондер практически постоянно, когда вы находитесь дома. Я вот, допустим, всегда сижу дома, и у меня круглосуточно работает кондер. Жара, потому что здесь просто невыносимая. И газ тоже выходит, в принципе, немного, если озвучивать на одного человека. Но в зимний период выходит побольше, так как полы в Корее отапливаются газом. Выходит примерно 70 тысяч вон, и, естественно, это зависит от того, как часто вы готовите. Например, мы снимаем двухкомнатную квартиру, я уже делала рум-тур. Залог за нее мы отдали 4 миллиона и ежемесячная плата 400 тысяч. И плюс еще коммунальные услуги. Ты куда? Это что такое? Ой, Богдаша там? Ну все, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Богдашка уже не может на одном месте сидеть. Надеюсь, видео вам было полезным. Я очень старалась. До новых встреч. Обязательно подписывайтесь. Всем пока.